Я просто вот везде эти вайбы ловлю. Здесь можно попить воду. Look. Умри, если меня не любишь, я ломаю руки, я ломаю губы, я ломаю твое тело насквозь. В Беларуси было вкуснее, реально. Всем привет! Очень непривычно впервые за долгое время находиться перед камерой, потому что уже больше, чем 2 года нахожусь за ней. Я не то чтобы готов вернуться на YouTube, но мне правда есть что сказать, потому что я перестал снимать видео на YouTube, потому что решил, что мне не о чем говорить, а сейчас этих тем в избытке. Я решил, что хочу снять видео, рассказать вам, как все-таки так получилось, что я переехал в Париж. Неожиданно даже для меня. В общем, все началось с того, что в прошлом году я переехал в Минск. Я нашел там работу, ушел из университета, справился с армией и переехал в Минск. Все было очень хорошо. У меня была хорошая зарплата, у меня была замечательная команда. И все, что мне нужно для нормальной, качественной жизни. И зимой, потом еще весной произошли некоторые события, которые поменяли меня, нанесли такой жирный шлейф, и я решил, что летом я хочу выдохнуть. И не знаю почему, я решил, что хочу именно в Париж. Тогда у меня даже не было визы, и в тот момент, это где-то было в апреле, я решил, что все, я иду в визовый центр, становлюсь в очередь и получаю визу. В августе я улетел в Париж. Это был просто отдых. Я планировал 20 дней провести в Париже и после вернуться домой перезагруженным, обновленным и продолжить работать в своей компании. Я жил 20 дней в хостеле. Я абсолютно никого здесь не знал. Я ходил просто как вот чужой. Более того, я ходил пешком, потому что тогда я еще боялся пользоваться метро. Кто-то мне сказал, что метро в Париже это очень страшно, там легко потеряться, запутаться, и я, конечно же, не рискнул. Я не рискнул. И спустя 20 дней, то есть, условно, на 19-й день, когда мне уже нужно было возвращаться домой, то есть у меня буквально завтра самолет, я понимаю, что я не хочу никуда улетать, я хочу найти здесь работу, хотя бы попробовать ее поискать. И мне сказали, что до сентября вообще без шансов, потому что в августе здесь все в отпуске. То есть, даже рестораны закрываются на каникулы, они пишут, что до встречи в сентябре, сейчас мы отдыхаем. Люди реально отдыхают. И я понимаю, что до сентября это еще почти 2 недели. То есть мне 2 недели еще где-то нужно жить. У меня было денег ровно столько, чтобы вот прокормить себя какое-то иное количество времени и жить бесплатно. При таких условиях я бы еще мог здесь какое-то время продержаться. Благо, я вспомнил, что у меня есть беседа с белорусами, которые переехали во Францию, и в этом чате все друг другу помогают. Я несколько раз написал туда, что я молодой режиссер из Беларуси, переехал в Париж, мне нужно жилье там на неделю. Мне никто не отвечал, и я уже вот такой вот разочаровавшийся, расстроенный, пошел в душ, погрустил, выхожу, и мне приходит сообщение от замечательной девушки, которая согласилась меня приютить на неделю. Она написала, что есть 3 нюанса. У нее линяет кот, что у нее в квартире пахнет сигаретами и что в комнате прохладно. И я такой говорю: нет, я обожаю, когда воняет сигаретами, мне нравится, когда холодно дома, я обожаю котов. Я супер обрадовался, мой самолет улетел, я просыпаюсь в хостеле, мой последний день, я уже должен выселяться, я понимаю, что сейчас я переезжаю на новое место к абсолютно мне незнакомому человеку, но меня вообще это не волновало, потому что главное было то, что я остаюсь в Париже, и с этого все началось. Мы договорились, что я буду мыть посуду, убираться дома, приносить продукты и так далее. Так и было, то есть это было минимум, чем я мог ей отплатить за ее невероятную щедрость. Ровно в тот момент, когда я переезжал, мне пришло приглашение на съемку в Этроте. Этрота — это то замечательное место на севере Франции с невероятными скалами, видами, которые у меня в Инстаграме везде. Это уже 2-й раз, как я поехал в Этроту. 1-й раз был, когда я поехал туда сам, буквально через несколько дней, как приехал в Париж. Я так счастлив. Просто словами не передать. И моя поездка длилась всего 3 часа, то есть мое нахождение в Этроте было только 3 часа, потому что у Фликсбаса отменился один автобус, они предложили мне другое время и, соответственно, сократили мою поездку аж на 3 часа. Суть в том, что я бы даже подумать не мог, что когда-нибудь я приеду в Этроту еще раз так быстро,
так еще и с работой. Это вообще как? Мы снимали 12 часов, был дождь мелкий, но я был невероятно счастлив, что я снова в этом удивительном месте, что я работаю. Так я начал постепенно знакомиться с людьми, начали постепенно появляться другие проекты, началась неделя моды, у меня было супер много проектов в это время, и я был невероятно счастлив, и у меня как бы горел пукан от этого, потому что, нагрузка была большая. Параллельно я работал на Минск, потому что я, вышел из отпуска, и мы договорились с ребятами, что я работаю удаленно на монтаже. И, соответственно, это 8 часов в день, 5 раз в неделю. Параллельно я еще делал видео, которые, появлялись в Париже. Это супер меня вымотало за то время. Я решил, что я могу взять отпуск за свой счет. Я сначала взял его на пару дней, потом на неделю, потом на 2 недели, потом на 3. Полностью перестал работать в своей компании и погрузился во все процессы, которые происходили непосредственно в Париже. Это было супер увлекательно, и я понял, что моя виза подходит к концу. Мне надо с этим что-то делать, поэтому мне пришлось вернуться в Беларусь. Нужно было вывести кота из дома, съехать с квартиры в Минске, кучу разных бумажных вопросов решить. И всем этим я занимался в ноябре. Потом я вернулся обратно в Париж. И оставался открытым вопрос, где я буду жить. Я безумно благодарен всем тем людям, которые за все время моего пребывания в Париже отзывались и выручали меня жильем. Я вас безумно очень сильно всех ценю. Всех крепко-крепко обнимаю, потому что вы действительно большие человеки. Спасибо вам. Я действительно благодарен, потому что все, что сейчас у меня есть, это благодаря вам. Это абсолютный факт. И вот я в конце ноября вернулся в Париж. Мне нужно было где-то жить, и поэтому меня приютил мой приятель. После мне нужно было уже съехать, и я попал в одну очень интересную квартиру, с которой съехал через 4 дня. Просто совершенно случайно хозяин этой квартиры мне написал, говорит, что у меня вот есть квартира такая-то, ты можешь заселиться, если хочешь. Да-да-да, я вообще на все согласен. И вот все, я теперь в своей квартире. Могу наконец-то выдохнуть, потому что впервые за 4 месяца я чувствую себя дома. Все так быстро произошло, и я, правда, никогда, я не мог такого себе представить, что я куда-то перееду, так еще так быстро, и почему Париж? Почему-то все время целился в Нью-Йорк. Просто сам факт того, что за год столько всего произошло, это меньшая часть того, что я вам рассказал. Это все, конечно, произошло не случайно. Я очень много работал над разными другими проектами. Это помогло мне здесь знакомиться с людьми, потому что я уже знал кого-то, кто знал кого-то. В целом, жизнь удивительная вещь. Я не перестаю удивляться. Я абсолютно уверен в том, что возможно все. Я об этом точно знаю. И я благодарен всем людям, кто со мной, кто искренне меня поддерживает, всем, кто рад за меня и вообще разделяет все вот эти события со мной. Мне очень приятно, и спасибо вам. Не теряйтесь, пожалуйста. Теперь мне есть что вам сказать. Каждый день мой наполнен интересными событиями, поэтому я думаю, что, может быть, мы теперь будем видеться чаще. Я не знаю, как у меня будет со временем, но я буду очень рад, если я продолжу снимать видео. Напишите в комментарии, какой формат видео вам нравится больше. Разговорные видео, влоги или, может быть, видео с какими-то интеграциями, то есть разговорные, и я там какие-то мини-влоги буду вставлять, я не знаю. В общем, напишите все, что думаете по поводу того, что я вам сейчас сказал. Желаю всем отличного настроения, никогда не бойтесь, действуйте, не сомневайтесь в своих поступках. Если чувствуете, что что-то идет не так, значит, это так и есть, значит, не нужно идти туда. Учите язык. Всех люблю, всем огромное спасибо, буду рад, если поделитесь этим видео со своими друзьями. Если напишите комментарий, поставьте пальцы вверх, подпишитесь на канал. Ну а с вами был я, ваш Алекс Вейт. До скорой встречи в новых видео. А пока. Пока.